Привет, друзья! Это наш 5-й эпизод. Мы продолжаем готовиться к Ironman. И в этом ролике вы увидите, как мы переплываем Волгу. Итак, друзья, 29 июля прошел заплыв река Здоровья в городе Саратов. Я и Сергей принимали в нем участие. Вся дистанция составляла 3 километра 500 метров, то есть переплыть полностью Волгу по ширине. Мы приехали к старту за 3 часа до его начала. Там был процесс прохождения медосмотра. Нас пока не допускают к заплыву, потому что давление подскочило и какие-то проблемы со стартом. Но мы не теряем надежду и все равно пытаемся прорваться. Меня дважды дисквалифицировали на этом заплыве, к которому я долго готовился. Я, конечно, очень расстроился. И после того, как все это закончилось, я вернулся к йогам и рассказал им свою историю, которую предлагаю послушать и вам. Да, меня переполняют чувства. В общем, во-первых, организация неплохая, так люди, конечно, старались, но все так скучно, не предназначено, то есть берег вперемешку отдыхающий, туда катера пристают, то есть, конечно, тяжело все, жара там за 40, то есть люди плавятся, меряем давление, у меня 160 на 120, у меня никогда такого давления не было. Это, видимо, жара, плюс я понервничал, потому что несправедливость, и это, конечно, мне не очень понравилось, мягко говоря. Нет? Я чувствую себя неуспешно, давление очень высокое, говорят. И что я буду делать, я пока не решил. Чувствую я себя, в принципе, нормально, не понимаю, почему такое давление. Погодка жизнь, очень жарко а вода холодная. Моя команда болельщиков, 2 сына и бабушка. Но меня допустили. Что-то у меня желание есть плыть все равно, наверное, я так и сделаю. А что, мне же не регистрация нужна? Несмотря на двойной запрет, я решил плыть, потому что для меня эта цель была очень важна. Это следующая ступень, которая приближает нас к Ironman, поэтому я решил плыть любой ценой и поплыл. Было 3 группы участников. В первую воду заходили мастера, вторые КМС и третьи любители, разрядники. Я была в 3-й группе вместе с Сергеем. При заходе в воду, даже еще не зайдя в нее, я уже получила удар рукой по своему плечу, и я не представляла, что же будет в воде. По этой причине решила зайти почти самой последней, чтобы по большей части, скажем, абстрагироваться от других людей. Потому что дама, чтобы он не объявил о том, что да, мне старт. 3, 2, старт! Моя цель была проплыть 1 километр, потому что я все еще борюсь со своим страхом воды и постепенно увеличиваю дистанцию, чтобы это не было сразу для меня стрессом, а чтобы дистанция потихонечку увеличивалась, и я чувствовала себя комфортно в воде. Я ориентировалась на свои часы, потому что я не понимала, сколько это 1 километр, я еще не так хорошо ориентируюсь в воде. Проплыв, наверное, метров 500, смотря по своим часам, я поняла, что надо еще 500 проплыть, и тогда я могу спокойно залезть в катер и поставить себе галочку, что эта дистанция преодолена. Хорошо, хорошо. Плыть было тяжело, честно говоря, потому что я дышу под правую руку, когда плыву кролем, а волна как раз-таки была справа. Поэтому почти, наверное, полдистанции, оставшиеся 500 метров, я проплыла брасом. Было страшно поначалу, первые, наверное, 15 минут, но потом я привыкла, поняла, что, в принципе, чудовища никакие там не водятся, и можно спокойненько доплыть, и доплыла.
залезла на катер, поэтому я собой горжусь тем, что километр у меня в копилке. Показывается 520, покружится голова. Не знаю, вот течение, мне кажется... Снег очень сильный. Сильный, да? Не, ну я горжусь собой, потому что ну, вот это для меня это реально прям... Хотя мне тренер сказал: мама! Кстати, у меня вот правда нет уже этого страха, не было воды. Там вначале было очень много. Я плыву, я вижу дно, такие вот какие-то елочки, там колючки, ракушки. Мне понравилось, очень прикольно. То есть именно, хоть я, по-моему, последняя, да? Главный участник. Как хорошо. Я вижу, я прям обхожу людей легко, форма хорошая, я в хорошей форме. Не знаю, как это сочетается с давлением, не знаю. По поводу заплыва я был хорошо к нему готов. Тренер дал мне несколько установок, которые я успешно выполнил. Первая установка была доплыть. Вторая установка была: если ты выплываешь и тебе кажется, что ты медленно плывешь, сбавь скорость, потому что обычно все начинают руками молотить сразу и стараться друг друга обогнать. Но здесь было важнее выдержать свой темп. Третья установка была: каждый шестой грибок контролировать высокий локоть, то есть правильную технику. Конечно, я контролировал не каждый шестой, а где-то вспоминал об этом 15-й, 20-й, но в целом всю дистанцию придерживался этого правила. И последнее правило было удерживать фокус внимания на том, что есть течение, и брать на него поправку. То есть держаться несколько в сторону от того места, куда нужно переставать, выше по течению. Ну вот, если честно, основная у меня, вот в какой фразе у меня выразился рецепт этого успеха, когда мне в скорой помощи дали таблетку, и там, в общем, консилиум врачей, как всегда, они говорят: ну, поехали в больницу, мы сейчас тебя там положим, в общем, что-то там тебе там померяем еще давление, уколем. Я говорю: да я предпочитаю умереть в воде, чем я сейчас как свин буду вот тут вот у вас распластаюсь. Вот в этом, наверное. То есть мне было все равно, и я плыл. Сергей, мне кажется, даже если уже устал, даже если не может жить, он все равно характер человека. Сказал сделать. Я до финиша не доплыла, о чем сейчас, честно говоря, немного жалею. Все-таки я думаю, что, наверное, могла бы все-таки доплыть, если постараться, но, возможно, надо было себе планку повысить на старте и постараться проплыть всю дистанцию. Да, я заплывал, то есть получается там три группы, вот эти мастера, высокие разряды и разряды низкие. Я заплывал вот с низкими разрядами, а пришел с мастерами. То есть я две группы вот эти вот спортсменов просто обогнал, то есть, в общем, вот так получилось. Но для меня еще приятно, вот несколько там инструкторов, там мастера по водному полу, я не понимаю почему, но у них результат был хуже моего, то есть у них за час они все вывалились, там час 2, час 4, у меня получилось 59, то есть вот. Круто, потому что задача же была это пробежать, и в общем мы сделали это. И это круто.
несмотря на все сложности, я проплыл. И проплыл с таким временем, на которое я даже в самых смелых мечтах не рассчитывал. То есть у меня вот был прогноз, он в телефоне записан, что час 15 проплыть, а я проплыл за 59. То есть это гораздо быстрее, чем я планировал. Очень классно проплыл, то есть я наблюдала уже с лодки за тем, как он плывет. Он правильную тактику выбрал. Многие поплыли по диагонали к ротонде, а он поплыл напрямую к самой набережной. Тем самым течение ему даже иногда помогало подплывать сюда, к финишу. Поэтому здесь не только надо уметь плавать, а еще уметь зарабатывать стратегию. А как раз Сергей в этом мастер. Победа досталась. Жесткой ценой. До новых встреч, друзья. Спасибо, что нас смотрите. Подписывайтесь на наш канал и пока-пока.